Очевидно, что необходимо какое-то воздействие на Лукашенко, потому что этот безумный старик может привести до жуткого кровопролития в стране. Ребята, спасибо вам! После этих кадров президент в бронежилете с оружием в руках стало окончательно понятно, что Александр Лукашенко имел в виду, когда говорил, что будет защищать свою власть до последнего патрона. Когда этот человек, стоящий во главе страны, упорно продолжающий занимать это кресло, выходит с автоматом в руках, и в то же время по другую сторону мирные протестующие, которые никаких попыток нападать не делали, то вывод один. Вот этот правитель готов стрелять в собственный народ. Вы до конца! Мы с вами до конца! Как считает политолог Павел Усов, эта демонстрация силы – четкий посыл всем протестующим. Договориться об уступках или тем более об отставке с Лукашенко будет невозможно. Не имея ни лояльности, ни поддержки широких слоев населения, он будет исключительно существовать, опираясь на силу и фактически на открытые репрессии. Тут уже можно говорить напрямую о терроре, военном терроре. Вот эта вот вся клика, а по-другому это уже не назовешь, уже не правительство, а именно вооруженная группировка, которая захватила власть в Белоруссии, она будет отстаивать в целях именно собственной безопасности, потому что только вот удержание власти гарантирует им собственную безопасность. Они будут, конечно же, отстреливаться, уже можно так и напрямую говорить, от белорусов до последнего патрона. Десятки тысяч протестующих накануне вечером пришли к Дворцу независимости в Минске. Это одна из резиденций президента. Но дорогу демонстрантам заблокировали ОМОН и спецтехника. По периметру растянули колючую проволоку. Прорывать оцепление участники акции не планировали. Лидеры оппозиции, напротив, призывали избегать столкновений. Мы мирные граждане, мы гуляем по городу. Мы сейчас все разворачиваемся. По разным оценкам, на улице Минска в воскресенье вышли около 200 тысяч человек. При этом власти насчитали лишь 20 тысяч протестующих. Александр Лукашенко на вертолете облетел центр города. Во время этого полета он с презрением высказался об участниках протеста. После, вместе с 15-летним сыном Николаем, тоже вооруженным, Лукашенко вернулся во дворец и вышел за ограждение, чтобы поблагодарить силовиков, которые его охраняют. Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Вы красавцы! Спасибо! Спасибо! Мы с ними разберемся! Говоря «мы с ними разберемся», Лукашенко имел в виду тех, кто вышел в воскресенье на марш мирной Беларуси. Эта акция стала самым массовым мирным протестом оппозиции за последние 3 недели. Насколько нас много и насколько мы возмущены. Я за мир, я за то, чтобы я и мои дети могли просто свободно дышать. Люди, если у них есть свое мнение, они имеют право его высказывать, и они имеют право на то, чтобы к нему прислушивались и его исполняли. Я не чувствую защиту своего народа. Я жду, когда наша армия, наша милиция встанет на сторону народа и будет нас защищать, а не бить. По мнению политологов, единственно возможный вариант для протестующих добиться выполнения своих требований – это продолжать акции и забастовки. Ухудшение экономической ситуации в стране может повлиять не столько на решение белорусской власти, сколько на позицию России, которая пока Александра Лукашенко поддерживает. Чем дольше Россия будет закрывать глаза на то, что творится в Беларуси, на это вот абсолютно безумное поведение престарелого диктатора, тем, естественно, хуже будет для России, для союзного государства. Потому что пока что благодаря каким-то политическим гарантиям со стороны Москвы Лукашенко удерживает власть. И чем дольше Россия будет прикрываться какими-то союзными государствами, договорами, тем хуже для России, потому что общество будет все больше и больше настраиваться антироссийские по отношению к Москве по причине вот именно молчаливой поддержки военной диктатуры.
При этом в Кремле заявили, что не рассматривают варианта переговоров с Координационным советом Беларуси, так как, цитирую, «такие силы нам меньше импонируют». В Москве считают, что Совет белорусской оппозиции не нацелен на сотрудничество с Россией. В отношении Координационного совета там немало людей, которые известны негативным отношением к развитию союзного государства Беларуси и Российской Федерации. Переговоры они предлагают с нынешними властями только с одной целью – обсудить условия ухода президента Беларуси и договориться, как дальше, значит, продвигать свою программу. Это примерно так же, как в Венесуэле. Что касается протестов, задержаний и применения насилия к мирным гражданам, то, как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, это внутренние дела Беларуси, и они должны сами урегулировать свои проблемы. Ты не шагай,